Всем привет, дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам готовлю очень вкусный постный десерт. Это шоколадный манник с вишней без яиц и молочных продуктов. Насыщенный, влажный и по-настоящему шоколадный. С сочной вишней и шоколадной глазурью. Получается невероятно мягкий, ароматный, с насыщенным вкусом. Он отлично подойдет для постного или веганского меню. Или просто как простой домашний десерт из доступных ингредиентов. Этот рецепт очень простой. Все ингредиенты для теста я измеряю в стаканах и ложках. Стакан у меня объемом 250 мл. Сразу подготовила форму диаметра 22 см, выстелила ее пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизированная, поэтому я ее ничем не смазываю. Всыпаю в миску сахар. Я использую неполный стакан. Если хотите, можно еще уменьшить его количество. Всыпаю манку. Для рецепта я использую очень мелкую манку, поэтому для ее набухания мне понадобится чуть меньше времени. Если у вас манка более крупная, оставляйте тогда все постоять чуть дольше. Вливаю воду, обычную холодную чистую воду. Перемешиваю. Оставляю все для набухания примерно минут на 15. Если у вас манка крупная, минут на 20-30. Посмотрите, как манка хорошо набухла. Теперь сюда, в эту массу, я добавляю пол чайной ложечки соли, экстракт ванили, 1 чайную ложку, можно использовать и ванильный сахар. Добавляю 3 столовые ложки какао-порошка. Перемешиваю. Вливаю полстакана растительного масла без запаха. Перемешиваю. Просеиваю стакан муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Хорошо перемешиваю. Как видите, рецепт очень простой. Не нужны ни миксер, ни даже весы. Получается вот такое достаточно густое тесто. По консистенции как сметана. Теперь в него можно добавить любые добавки, либо вообще ничего не добавлять. Я хочу сегодня сделать такой манник с вишней. Получится такой очень шоколадный пирог с вишнями. Я взяла немного вишни, здесь примерно 150 граммов. Добавляю в них столовую ложку муки. Перемешиваю. У меня вишня замороженная. Я ее предварительно не размораживаю. Добавляю вишню в тесто. Перемешиваю. И тесто готово. Выливаю его в форму. Разравниваю. Форму сверху я закрываю фольгой. Делаю это, чтобы бисквит получился ровным. Прокалываю фольгу для выхода пара. И отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку. Сначала на 30-35 минут под фольгой. Затем я снимаю фольгу и допекаю бисквит еще примерно 15-20 минут. Конечно, проверяйте его готовность деревянной шпажкой. В духовке у меня включен режим верх и низ. Ставлю форму на средний уровень. Но, друзья, конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. И давайте проверим готовность манника. Сразу предупреждаю, потрогайте сверху, уже образовалась корочка, манник хорошо пропекся. Шпажка должна выходить чуть-чуть шоколадная, буквально совсем немного. Не пересушивайте манник, чтобы он был такой сочный и влажный. Тогда его вкус будет прямо как брауни. И не надо никакой пропитки. Я снимаю форму. И переложу манник на решетку. Так он быстрее остынет. Когда корж остыл до теплого, можно подготовить шоколадную глазурь.
Здесь у меня 100 граммов черного шоколада. Добавляю 2 столовые ложки воды. И ложку растительного масла. Без запаха. И все растоплю в микроволновке короткими импульсами. Примерно по 10-15 секунд. И каждый раз буду хорошо перемешивать, чтобы шоколад не свернулся. Глазурь готова. Очень быстро и просто. Выливаю глазурь сверху на мой манник. И слегка разгоняю лопаткой. Можно сделать легкие подтеки, можно не делать, как вам больше нравится. Если хотите, чтобы глазурь была более текучей, можно добавить еще ложечку растительного масла. Я сделаю такие небольшие подтеки, совсем чуть-чуть. Так, на мой взгляд, получается красивее. Можно также сверху еще добавить такую легкую текстуру. Проведите лопаткой вот такие легкие бороздки. Манник получился просто невероятный. Дайте глазури немного застыть, и можно подавать его к столу. Но, кстати, на следующий день он получается еще вкуснее. Влага внутри распределится более равномерно, и он будет еще более сочный и влажный. Почти как брауни. Обязательно его приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!